Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про Ниагари. Это стиль открытые корни у бонсай. И он довольно-таки распространен, потому что есть огромное количество бонсай, которые выращиваются в этом стиле. Но это, можно сказать, не основной стиль, а подстиль, потому что, к примеру, когда вы выращиваете бонсай, есть такие стили основные, как, к примеру, там мойоги, как чокан, шакан, да. Если же вы, к примеру, выращиваете стиль Ниагари, это получится что-то вот такое. Вот, к примеру, вот у вас есть горшочек, да, там ножки какие-то и так далее. И вот у вас есть желание сделать там какие-то красивые корни, которые будут переплетаться и так далее. Это вот как раз таки и есть Ниагари, да. Но вот эта вот часть основного растения, где начинается уже ветвистость и ствол, да, это уже может быть, к примеру, кингай. Точнее, вы можете сделать такое развитие какое-то, да, ствола и веток. Это может быть мойоги. К примеру, пойдет веточка так, потом веточка пойдет так, потом так и так. Это может быть какой-то, к примеру, наклонный стиль, да, который будет расти вот так, и потом уже от него будут исходить какие-то ветки. Точнее, вот эта вот часть Ниагари, да, сами корни, это лишь основание, это лишь основа, которую можно комбинировать с другими стилями. Поэтому в этом видео я, скорее всего, расскажу вам, как сформировать вот такие вот корни, а не именно расскажу про стиль, потому что формирование корней открытых — это дело на самом деле довольно-таки сложное, потому что если вы хотите, чтобы корней было много, а не всего там, к примеру, 3 корня, да, то это дело довольно-таки, во-первых, долгое, это сразу нужно сказать, а во-вторых, сложное, потому что используются некоторые техники, которые позволяют добиться как раз-таки хороших результатов. Что ж, первая техника, которую я сегодня расскажу вам, да, по построению базы Ниагари, да, вот как раз таки этих корней, это использование конусов. В основном в Японии это используется, но используется также, я и видел еще вот в Испании у нас здесь, да, в производствах для как бы бонсай высокого качества. Я не говорю о голландских, которые, да, там потом вы покупаете в черной земле. Я говорю сразу же о бонсай высокого качества, которые выращиваются на протяжении всей своей жизни в Акадаме Скирио или либо каких-то других похожих гранулированных субстратов, да. Вот, используется вот такая вот форма. Сейчас я ее нарисую. Это вот такой вот конус, да, можно сказать, пирамидка, которая делается из цемента, из бетона, из чего угодно. Вот. Ее размер варьируется как раз-таки от желаемого размера вот этой вот как раз-таки части Ниагари. Если вы хотите большой Ниагари, длинный, высокий, то, конечно же, эта высота вот этого конуса будет больше. Если вы хотите маленький, высота сразу же падает. Он делается маленький. Теперь, что вы должны сделать с этим конусом, чтобы вот он помог добиться вам результатов, да? Смотрите, вы берете горшочек, к примеру, да, я сейчас нарисую, как бы я все рисую, на самом деле, ну, очень, не очень, но я надеюсь, что вы на мои
так скажем, художественные навыки не обращайте внимания. Напишите, кстати, об этом в комментарии. Я просто пытаюсь донести до вас информацию как можно более понятно, а не пытаться тут рисовать какие-то шедевры искусства. Вот, вы берете горшочек и заполняете его, к примеру, вот до сюда почвой. Конечно же, это должен быть гранулированный субстрат. Вниз вы можете положить, как я уже иногда советовал, какие-то удобрения. Лучше всего анагокоро, потому что они не ферментированные. Вот. Анагокоро. Во-первых, они не ферментированные, поэтому они дольше будут, так скажем, заводиться, да. Вот, и тем самым дадут растению возможность как бы сначала до него дорасти, а потом оно уже начнет отдавать как бы питательные вещества. Вот, до такого момента вы кладете почву, потом на эту почву вы ставите вашу как раз таки пирамидку. Видите, давайте сейчас вот я чуть вот таким вот способом разграничу. Вот это вот все, что ниже, это почва, да, здесь вот удобрение. Получится здесь конус. Сюда, на самый пик, на самую высоту вы сажаете свое растение, да, это может быть саженец, это может быть уже какое-то более-менее сформированное растение. Грубо говоря, вы можете сюда вот сажать то растение, из которого вы хотите получить вот это, да, точнее вот ниагари. И его корни распределяете вокруг этой пирамидки, чтобы его корни были как с внешней стороны пирамидки, так и сзади, с боков. Короче говоря, равномерно распределялись по всей пирамидке. Далее, очень важный момент. Далее вы можете использовать также снова две техники, да. Я всегда советую вам ту, которую сейчас я назову первой, но вы можете использовать две техники. Первая техника — это вы берете бутылку, отрезаете ей дно и вот так вот, грубо говоря, ее одеваете на эту пирамидку и засыпаете почвой, засыпаете гранулятом, опять же. Таким образом, у вас будет прозрачная бутылка, наполненная почвой, и потом горшок. Эту бутылку, как бы, ну, растение начнет расти, развиваться, оно будет там постоянно добавлять какие-то ветки, листики и так далее. Вы его будете, конечно же, формировать. Если вы, к примеру, хотите мойоги, то вы уже там начнете там формировать первую ему ветку, потом вторую, там начнете. Точнее, вы продолжаете выращивать ваше растение, как будто оно растет в обычной почве, да. Вы абсолютно не обращаете внимание на то, что у вас вот присутствует эта бутылка и вообще вся конструкция, да. И вы вот выращиваете растение. К примеру, вы добились уже вот такого растения, там прошло уже какое-то время. Чем больше развивается как бы верхняя часть, тем также растут и корни. Они будут спускаться постоянно вот в поисках питательных веществ. Вы также будете поливать все время сверху. И тем самым как бы корни будут постоянно идти вниз, стремясь, во-первых, за водой, потому что вода будет выходить через отверстие в горшке. И из-за этого все корни будут постоянно тянуться вниз. Также они будут тянуться за питанием, которое будет вот здесь снизу в первое время. И тем самым они будут постепенно как бы вокруг по вот этой вот пирамидке спускаться вниз. Далее следующий момент будет постепенное, но постоянное оголение этих корней. Я советую вам начинать оголение хотя бы через год после того, как вы его посадили, это растение. Получится, что у вас, смотрите, к примеру, вы его сажаете там в мае, там, я не знаю, 21-го, да, что вы уже его посадили. И в мае 22-го года
вы начнете первое оголение. Вы сострижете 1 сантиметр от этой вот бутылочки, да? Тем самым у вас оголится какая-то часть растения, какая-то часть корней, но она будет настолько маленькой, что растение это даже не почувствует. Через 3 месяца вы еще 1 сантиметр убираете. И таким образом вы будете постоянно уменьшать размер вот этой вот бутылки, которая у вас есть. И постепенно вот эта пирамидка будет оголяться. И, конечно же, корни, которые уже присутствуют на этой пирамидке, они также будут оголяться. Далее с этими корнями вы уже сможете, во-первых, их подстригать, потому что это необходимое действие, да, это нужно выбирать, какие корни вам не подходят, какие корни вам подходят. Точнее, визуально выбирать корни, которые там некрасивые или не нужные, к примеру, корень, который отрос вот сюда, да, там и в другие стороны пошел, его нужно отрезать, чтобы оставались корни, которые только идут вниз, вот рядом с этой вот, так скажем, формой, да, нашей бетонной. Далее. Вы будете опускать, и в результате через какое-то время там у вас появится уже вот такое вот растение, которое будет на этом конусе. Важный очень момент. Вот эти вот обрезания бутылки каждые 3 месяца надо делать только в активный период роста, точнее зимой. Этого делать нельзя, он так и остается вот в этой бутылке. Поэтому это долгий процесс формирования неогари. И в результате у вас появится какое-нибудь растение. Давайте я сейчас сделаю мойоги, потому что это самый простой для новичков стиль, который выращивать очень просто. Вот у вас получилось, к примеру, такое деревце. Там, я не знаю, вы его сформировали. У вас уже есть вот этот конус. У вас есть уже какие-то корни, которые вы оголили. У вас есть вот остаток бутылки. И горшок, который стоит, да. Вот, мы уже перешли от этого сюда. И, во-первых, вот за этими корнями, которые уже на поверхности, вы также должны следить. Корни, которые слишком сильно толстеют, вы отрезаете. Какие-то корни, которые некрасиво там наслаиваются друг на друга, или какие-то делают завихрения вот такие, или какие-то еще непонятные, короче говоря, формы, неестественные, нужно удалять или распрямлять. Вот. Ну и потом вы просто уже, к примеру, на следующий год, да, если это какие-то не быстро растущие, там, типа фикуса растения. Да, фикусы это все делают быстрее. Вот. Кстати говоря, для этого вот стиля подходят очень клены бургерианумы, потому что бургерианумы очень быстро растят корневую систему, и она у них очень мощная. Вот. Также подходит, кстати, ульмус парвифолия, точнее обычные вязы. Зелкова нири отлично подходит для этого дела. Вот, в результате вы, короче говоря, за несколько лет, это не будет сразу быстрый процесс, я вас сразу предупреждаю, это там, ну, если вы хотите качественно сделать, 2-3 года точно совершенно у вас это займет. Вы, когда полностью уберете вот это, к примеру, вот эту вот бутылку оставшуюся, да, у вас останется вот горшок, опять же, давайте я его нарисую. Горшок, извините, для тех, кто любит рисовать или какие-то там художники, если у меня есть на канале, то, сори, я не художник, поэтому я рисую как бы очень все, ну, схематично и наглядно. У вас вот такое вот, к примеру, растение есть, уже корни и так далее. Вот, вы сформировали мойоги, но у вас вот эта вот конусная, так скажем, пирамидка, она осталась внутри как бы корней, захвачена, обхвачена ими, да. Поэтому при следующей пересадке, когда у вас уже не будет вот этой бутылки, пока она у вас есть, пересадки делать нельзя. Вот. Когда у вас уже не останется бутылки, у вас все корни будут оголены и живы, то вы
делая пересадку, должны будете сделать очень важный момент. Во-первых, эту пирамидку вы как бы снизу должны будете ее вынуть. Она довольно-таки просто вынется, потому что, во-первых, при пересадке вот тут вот в горшке будет очень много тоненьких корней. Да? Вы обязательно должны пересаживать вовремя. Если это лиственные, то это весной, когда начинает почечка открываться. Тогда вы сможете отрезать всю вот эту вот часть маленьких корней волосатых. И тем самым у вас откроется место, чтобы вынуть вот эту пирамидку из-под корней, и у вас останется вот эти вот корни твердые, затвердевшие уже и сформированные, и вы сможете, к примеру, сейчас я тоже нарисую, к примеру, у вас вот такие вот корни образовались, вот тут вот растение у вас, да, там такое, вот, вы его должны будете посадить в горшочек, который будет широкий, но очень низкий. И таким образом у вас вот эти вот корни начнут расти в бока. Вот, точнее, вся корневая система, которая будет вот тут вот, да, в почве, она будет расти в бока, тем самым как бы корневая система будет толстеть, развиваться, и у вас будет развиваться, во-первых, конусность ствола, а во-вторых, сами вот эти корни, они будут также толстеть и развиваться еще лучше. Поэтому я говорю вам примерно, если у вас там из торгового центра, да, растения вы купили, там, к примеру, вяз там, или любое другое какое-то растение, там, фикус, к примеру, то чтобы вот добиться уже вот такого результата, конечного, грубо говоря, у вас примерно 5 лет выйдет, пройдет, да, но он будет действительно крутой, действительно хороший и действительно качественный, да. Вот в плоском горшке я советую вам подержать его еще примерно 2 годика, без пересадок. Точнее, за 7 лет у вас вот получится очень крутой, хороший, здоровский Ниагари стиль. Теперь я перейду ко второму как раз-таки возможному варианту выращивания, да, не без бутылки. Так, берете то же самое, ту же самую пирамидку, конус вот этот из бетона, да. Опять снова берете горшок. Снова горшок, снова удобрения, снова там гранулят и так далее. Короче говоря, все подготавливаете как вот тут, да. Сажаете ваш бонсай, да, который вы будете там развивать. Опять корни и так далее. Но вместо бутылки вы берете шину от велосипеда, да. Есть вот велосипеды, и внутри есть такая вот, как это называется, камера, да, вроде бы. Вы ее разрезаете, и получается у вас очень твердая, эластичная резина. И вот этой резиной вы обматываете всю как бы делаете так, что корни будут обхватывать и прижиматься к самой структуре вот этого цементной пирамидки. Да, очень плотно заматываете, чтобы нигде не было никаких вот возможных, так скажем, проходов воздуха, да, там каких-то дырок, отверстий и так далее. Вот, и оставляете. Тем самым, из-за того, что, смотрите, вот пирамидка, грубо говоря, вот идет корень, да, он там будет расти вниз всегда, стрелочка вниз. Да, у вас здесь вот горшок, тут растение. Вот, из-за того, что резина будет образовывать как бы стенку плотную, то у вас корни смогут расти только вниз, сюда. Да, вот, как бы вниз постоянно и не смогут расти в бок. Как, к примеру, вот тут. Потому что тут они могут расти в бок, там как-то к стенке, так скажем, бутылки и так далее. А здесь вы им даете буквально вот, ну, там, пол-сантиметра, сантиметр.
что как раз-таки позволяет вот эта резина, да, для соприкосновения с пирамидкой. Поэтому корни будут расти в очень ограниченном пространстве, и они смогут расти только вниз. Они как бы будут ограничены в росте в бока. Из-за этого процесс будет быстрее. Но тут проблема такая, что когда вот у вас вот эта вот резина, да, слой резины, вот это у вас пирамидка, а вот это вот у вас корень, который стремится вниз, да, потому что вот тут богатая почва, там удобрения и так далее. Прикол в том, что вот тут, вот в этом вот пространстве, да, между резиной и пирамидкой не должно быть субстрата, не должно быть почвы вообще. Поэтому прикол в том, что когда у вас солнечные лучи будут падать на резину, то будет очень-очень быстро просыхать вот этот слой. Из-за этого при выращивании с помощью резины вот тут оставляется маленькое отверстие, чтобы была возможность постоянно поливать, добавлять влажность, чтобы вода также заходила и проходила по всей вот этой вот, как бы, по всему вот этому пространству, поддерживая жизнь и влажность для корней, поддерживая жизнеспособность корней. Потому что очень быстро будет высыхать, резина будет нагреваться, потому что она чаще всего черного цвета, а это, значит, будет еще нагреваться. И вот это вот нужно учитывать, то, что здесь будет сложность с пересыханием, вы можете погубить растение. Но вот этот способ, второй, да, с резиной, он гораздо быстрее, потому что вы не даете возможности корням расти туда, куда, в принципе, вам не нужно. Вы их заставляете расти только вниз, только постоянно вниз. К тому же, из-за того, что здесь не будет никаких питательных веществ, они будут быстрее стараться дорасти до низа в поиске питательных веществ. Натягивая резину, наматывая резину, вы должны ее намотать плотно, но в то же время, чтобы здесь вот был зазор такой вот, хотя бы там полсантиметра, сантиметр, да. Это довольно-таки сложно сделать, потому что, во-первых, она может, как бы, так как она будет слоями, вы можете эти слои как-то сделать неправильно. И, к примеру, вот наматывая, да, у вас будет один слой так, другой слой так, другой слой так. И вот тут будет, как бы, отверстие для входа там, воздуха и так далее. И отсюда как раз таки будет испаряться влага. Поэтому вы должны очень все сделать плотно, намотать все плотно и как бы постараться не допустить того, чтобы влага испарялась. Вот, сделать как направление с помощью этой резины. С помощью такого вот способа, ну, года за 3, без пересадок, опять же, без открытия.